Активируй режим победителя. Адреналин Раш. Всем привет, я Авик, и сегодня отвечаю на случайный вопрос. Как ты выучил русский язык? Сайфер меня сказал, чтобы зайти в Virtus.pro, мне надо выучить русский язык. А серьезно, я просто знаю русский язык уже пару лет. Знаю это много сказать, я понимаю все и пытаюсь общаться с людьми из России. У меня лично друзья из России, и я всегда сам учился русского языка. Самое смешное слово в русском языке? Меня всегда нравилось слово «бабло». Не знаю почему, но это очень смешно звучит на польском языке. А что это значит на польском языке? Бабло значит, можно сказать на русском, бред. Что-нибудь без вообще значения, бред. Ты когда-нибудь опаздывал на самолет? Да, много раз. Пару лет назад я заспал на самолет, и я не успел. Раз стоял на дороге в тачке, и я не успел приехать. Ну, я там пару еще вещей на вечеринку ходил после чемпионата, я не успевал. Ну, я где-то 3 раза не успел на самолет. Эпизод, когда твоей жизни угрожала опасность? Знаете, я вообще боюсь летать. Это почему, может быть, я тоже опоздал и не успевал на самолеты. Но всегда, когда я в воздухе, в самолете, это для меня большая опасность. Я всегда думаю, что я просто, что самолет пойдет вниз и все. А был какой-то самый страшный полет? Да, один раз я летел в Новый Йорк. Это уже где-то 8 или 10 лет назад было. И вот тогда там есть такое место, где очень жесткие турбуленции в воздухе. И я первый раз туда летел, и я никогда об этом не знал. Я тоже на английский еще не очень понимал, так я не знал, что там пилот рассказал, что будут эти жесткие турбуленции. И они очень сильные, и мне очень страшно было, и я думал, это уже все. Когда ты в последний раз стирал одежду руками? Это было уже долго назад, но тут еще хочу сказать, что я взял только 2 носки на чемпионат в Москву, и мне вот будет надо это сделать сегодня или завтра. Не, серьезно, я не взял уже. Самый крутой футбольный матч, на котором ты был? Я был только на слабых матчах, так не могу сказать про крутых матчей, к сожалению. Но я надеюсь, я на будущее поеду на какой-нибудь крупный матч футбол. На концерте какой группы или какого музыканта ты мечтаешь побывать? Я люблю очень ATB и вообще музыкантов транс. Тiesto тоже люблю. И если я успею, в этот год концерт во Вроцлаве, в польском городе Tiesto, и я хочу там пойти. Твой самый романтический поступок ради девушки? Я вообще не романтичный человек, но иногда я делал себе романтичные фотки с розами и так далее, но я не романтичный человек. Но, может быть, я сделаю что-нибудь романтичное в будущем. Кем ты еще работал, кроме работы киберспортсмена? Я работал тоже на качалке, даже там пару лет назад. Я тренировал людей, я работал на рецепте, я помогал. Но зарплата начинается где-то от $500 даже до 3 или 4 тысяч баксов, если очень хороший тренер. Страна, в которой ты мечтаешь побывать? В принципе, мне нравится США. Я всегда хотел ездить в США и там бывать. Но где я не был еще, может быть, Австралия. Мне очень нравится. Там очень хорошая погода и все очень приятно выглядит, красиво. В Италии ты играл на турнире в церкви. Это самое странное место, где ты играл в Quake когда-либо?
Мне надо сказать, да, я никогда в церкви не играл, и я был очень удивлен, и мне даже как бы странно было там играть, иногда ругаться или, не знаю, но очень странное ощущение, потому что тоже я поляк, я крестьян, и мне это очень странно было. Самый странный вопрос, который тебе когда-либо задавал журналист? Самый обычный вопрос — это странный вопрос. Это сколько тебе лет, как тебя зовут и так далее. На нее уже как бы неохота отвечать каждый раз. И мне нравятся вот такие вопросы случайно от людей. Интересные вопросы.